Эта комбинация чисел одних отпугивает, других, наоборот, привлекает. Три шестерки имеют различные значения в разных культурах. В христианстве оно известно как число зверя, ассоциируемое с антихристом и дьяволом, что делает его несчастливым числом. Китайская же культура, наоборот, его считает символом удачи, поскольку его произношение напоминает слово, означающее «гладко» или «текуче». Многие китайцы даже стремятся включить это число в номера телефонов или автомобильные номера. Поэтому, собственно, такие различия в культурных контекстах, в принципе, понятно, думаю, для каждого из вас. Но все же интересно проследить их связь в разных направлениях. Поэтому сегодня мы, друзья, поговорим о базовом значении трех шестерок с точки зрения исторических данных, нумерологии, магии и Таро. Рассмотрим сущность данной энергии в разных направлениях. Доберемся и до Теслы. В общем, разносторонних информационных полезностей будет масса. Я же, как всегда, попробую провести между ними взаимосвязь, отталкиваясь от своего источника, собственно говоря, что по сути меня и мотивировало и создала такой некий, я бы сказала, знак, по которому я и начала распаковывать данное видео. И этими распаковками я буду делиться здесь с вами. Поэтому, друзья, если вам интересно и полезно расширять ваш кругозор, скажем так, расширять ваше сознание, как это часто вы можете слышать как термин, тогда вы в нужном месте, и я, собственно, буду рада, если вы поддержите этот проект вашими комментариями, лайками и подпиской. Сразу хочу говорить маленький, но важный нюанс. Я, по сути своей, не являюсь ни астрологом, ни нумерологом, не претендую на эту роль. То, что делаю я в этом проекте, это то, что, по сути, представляю я с точки зрения человека, который изучает разные направления, используя разные ресурсы для того, чтобы составить свое некое видение, картину, модель взаимосвязи того, как наш мир мистичен, магичен, насколько он гармоничен между собой, через разные, конечно же, источники, которые нас с вами окружают, и вычисления нумерологические, использование той же самой астрологии, оно может не коррелировать и никаким образом не сопоставимо быть с течениями, да, и формами, например, расчетов. Поэтому здесь я как человек-реформатор реформирую видение классическое и расчеты классические, скажем так, нашего мира именно через призму своего видения, своих знаний, своих изучений, которые не являются парадигмой этой жизни, а всего лишь методом, с которым я вас знакомлю. Ну а теперь давайте будем начинать. Так что же на самом деле означает число три шестерки? Начнем с того, что если вы решили посмотреть или притянулись на это видео, то вы уже, наверное, знаете, что числа имеют энергетическое значение. С точки зрения же самой нумерологии, это означает, что мы можем смотреть на числа и синхронизацию, которую они привносят для объяснения и понимания каких-то природных явных явлений. Поэтому с точки зрения той же самой нумерологии число три шестерки означает, что есть какое-то скрытое сообщение и указание, желающее выйти на свет. Лично я в этом вижу скромный намек с позиции нумерологии, скажем так, может быть, где-то даже зашифрованный, в сторону дьявола, как повествовательная аллегория его существования. Свет родился из тьмы, и не было бы дьявола, за что бы тогда цеплялась система мироустройства, чтобы развивать человечество? Как тогда бы элементарно вообще формировалась та же религия? На чем? И этот формат, на самом деле, цепляния за дьявола как некого негативного существа, был нужен для развития человечества. Кстати, в христианской же той же традиции три шестерки связываются и с политическими системами, которые отвергают божественные заповеди и идеалы.
Тут же и в Римской империи, кстати, три шестерки олицетворялись с императором Нероном из-за его зашифрованного имени в еврейской гематрии. Кстати, примечательно, что с Нероном мы встречаемся практически в каждом моем видео, начиная с аметиста, где мы, скажем так, познакомились с ним, и потихонечку он, скажем так, по-компанийски присутствует у нас с вами в каждом видео, что говорит о связи, о взаимосвязи в разных источниках с разной информацией, которая по сути пересекается. Так вот, исследователи, такие как Фердинанд Бенари, утверждали, что при сложении числовых значений букв в имени Нерон Цезарь получаются как раз вот эти три шестерки. Кстати, Нерон был известен своими жестокими гонениями на христиан, что сделало его символом зла в глазах ранних христиан. Хотя Нерон покончил с собой за несколько десятилетий до написания той же самой книги Откровения, его имя как вот непонятным образом все-таки продолжало ассоциироваться с угнетением и злом. Касаемо же средних веков, то три шестерки интерпретировались как символ, например, материального богатства и власти. Как видим, тут пути Божьи неисповедимы, как и сама многогранность их интерпретации. Проявление цифр в бытовой жизни является частым явлением, и избежать их проявленности порой невозможно. Я думаю, что с этим каждый из вас в какой-то мере сталкивается. Цифры видят все в той или иной форме, замечают или нет, как интерпретируют или нет, но факт остается фактом, что вот эта вся история с цифровыми знаками, она присутствует у каждого. Так вот, чем даже хочу с вами поделиться, что на самом деле этот контент сегодняшний, он созрел вот так в одно мгновение. И это было очень ярко, потому что в один из осенних дней, а я, будучи любителем фотографий, собственно, многие фото и видео небесных приключений, того невидимого, что порой люди не видят в облаках, в небе, то, что оно нам транслирует, я использую как раз здесь, в своих видео. Так вот, любуясь однажды закатом, я запечатлела очень много фотографий, 3 из которых просто шикарные кадры, на которых солнце сопровождало огромнейшая шестерка, буквально провожая солнце на почин. В общем, в итоге у меня и началась распаковка, и это стало источником, скажем так, для создания этого видео. И по сути это имело как источник всего лишь и зацепку это шестерки и солнце. Как оказалось, вследствие число 3 шестерки считается как раз вот солнечным из-за своей связи с солнечной символикой в различных традициях, например, включая систему телемы Алистера Кроули. Алистер Кроули был английским оккультистом, поэтом и основателем религиозного течения той же телемы. Известный, между прочим, как зверь 3 шестерок, он отвергал традиционные религии и продвигал идеи индивидуализма и свободы воли. Кроули изучал восточные религии и магию, создавая собственные учения. Так вот, как раз в его системе это число ассоциируется с солнечной символикой, представляя высшую силу и творческий импульс. Персонаж, конечно, своеобразный, оставивший в итоге след своих изучений, причем довольно-таки фундаментальных и противоречивых. В Кабале это число ассоциируется с Саратом. Это такой солнечный демон и считается числом, отражающим идеальное создание мира, созданного, заметьте на минуточку, за 6 дней. В той же Кабале Сарат также рассматривается как противостоящий архангелу Михаилу, что подчеркивает вот как раз вот эту, смотрите, двойственность, дуальность самого числа, его концепции, энергетики, по сути связывающаяся как с солнечными, так и темными аспектами.
Астрология тоже, в принципе, как мне кажется, недалеко ушла. Тоже здесь есть такая связь и практически одна и та же интерпретация, но все же. Астрология рассматривает три шестерки часто как символ баланса и гармонии, несмотря на свои негативные коннотации. Оно связано с числом, опять-таки, 6, которое олицетворяет ответственность, семью и заботу. В контексте той же астрологии три шестерки могут указывать на необходимость пересмотра приоритетов и поисков равновесия между вот как раз материальным и духовными аспектами жизни. И это число может служить, в принципе, напоминанием о некой такой важности позитивного мышления и духовного роста, побуждая людей сосредотачиваться на своих истинных целях и внутреннем покое. Что же нам будет говорить по этому поводу нумерология? Да, в принципе, я думаю, что то же самое, но тем не менее, рассмотрим. А нумерология нам говорит, что проявление трех шестерок может быть как раз, когда вот человек, да, вы в данном случае можете находиться в духовном или мистическом каком-то состоянии, и в вашем сознании может таким образом проявляться это число. Впоследствии вы можете испытывать некое чувство дежавю, присущее всем, магию или какое-то необъяснимое внутреннее чувство каждый раз, когда вы видите эти числа или слышите их. Каким бы образом они ни проявлялись, числа все-таки показывают нам часть нас самих, о которых мы, возможно, раньше не подозревали или в какой-то момент даже и не замечали или не замечаем. Они также все-таки подсвечивают само то прямое понимание и мудрость нашего пути или текущего жизненного статуса. Если число три шестерки постоянно появляется в вашей жизни, собственно говоря, это означает одно – что вам, видимо, стоит посмотреть на какой-то дисбаланс в вашей жизни. Он может означать, что вы развили, может быть, какую-то нездоровую привязанность к чему-то в своей жизни. И это могут быть разные привязанности к каким-то веществам токсичным. Это может говорить о еде, о привычках, о поведении, или соотносящиеся с каким-то конкретным человеком либо обществом. Хотя бы как минимум в таких случаях стоило бы, конечно, задаться вопросами. Не стал ли я или какая-то часть вас неуравновешенной или дисгармоничной самой собой? Может быть, ваша профессия или карьера перестали гармонировать с вашим истинным «я»? А может, просто, возможно, ваши личные цели, мечты и стремления подавляются работой или негармоничными личными отношениями. И в итоге ваш разум, эмоции, физическое существо или дух приносятся, скорее всего, в жертву из-за дисбаланса с одним из-за другого. По сути, вам здесь даются указания на то, чтобы вы заглянули внутрь того, где вы начали уделять слишком много внимания одной области за счет другой. Тем самым пространство словно намекает вам на то, чтобы вы взяли на себя ответственность за свою жизнь, относясь к себе с любовью и самоуважением в процессе. Ключи здесь, в данном конспекте, уже заговариваюсь, в данном контексте, это все-таки равновесие и любовь прежде всего к себе. Поскольку нумерологические числа в данном контексте мы как рассматриваем три шестерки, оно известно еще как одно из чисел ангела. Оно также имеет, естественно, большое духовное значение. Что такое в нашем понимании числа ангелов? Если банально это рассмотреть, то они просто воспринимаются как посланники духа, Бога, источника, богов или богинь, в зависимости, естественно, от того, какую высшую силу вы знаете, почитаете, считаете своей или имеете какую-то связь. От этих же сил, этих ангелов, вы получаете божественные наставления, руководство, знаки для как раз воссоединения со своим духовным источником, внутренними какими-то способностями, которые вам помогают исцелиться
в момент нужды. С моей же точки зрения, духовная проявленность трех шестерок это некий баланс и внутренняя гармония. А гармония предполагает все-таки целостность, которую не купишь и не получишь в виде подарка. Да и недостаточно будет просто помедитировать пару раз или пройдя месячный курс кристаллотерапии, психологии. Гармония – это что-то глубже. Это некий процесс постоянной трансмутации и поиска, но и вследствие удержания самой этой гармонии. В цифрах 10-бальной шкалы я интерпретирую этот механизм таким образом, как шестерка – это начало, девятка – это конец. Если вы соедините эти две цифры, то вместе внутри этой конструкции вы увидите восьмерку как внутренняя сила и управление бесконечными возможностями. Внешне это будет 0, круг, цикл, жизнь, перерождение, механизм прохождения душой и ее инкарнации. Вот и фраза, которую все абсолютно вы слышали, имеет теперь этот посыл: «Век живи, век учись». Так и с гармонией. Для того, чтобы ее найти, нужно поискать. А когда нашел, нужно научиться ее удерживать и культивировать. А для того, чтобы ее удержать, нужно работать над собой. А это бесконечный процесс. Это же и смысл эволюции души и сознания человека. Таким образом, ребят, прислушиваться к знакам Вселенной поможет вам воплотить положительные качества трех шестерок и изменить свою жизнь в процессе. К сожалению, конечно, существует и множество заблуждений относительно числа трех шестерок и его нумерологического, энергетического значения. Например, в той же книге Откровений, как я уже говорила ранее, упоминается как число зверя, которое впоследствии имеет сильные ассоциации с дьяволом. Если вы знакомы с системой Таро и вообще изучаете Таро, или встали на свой собственный путь развития, самопознания, то вы будете, может быть, знать. А если не знаете, то я вам сейчас поясню, что дьявол в Таро, с учетом, например, школы Райдера Уэйта, кстати, Кроули создал вторую систему, тоже у нас существует в Таро две системы. Система Райдера Уэйта – это классика, к которой больше я привержена. И, собственно говоря, идет система Алистера Кроули. Так вот, в любом случае, дьявол в Таро отображает некую примитивность земных человеческих привязок и зависимостей разного рода, конечно, являющимися, которые могут быть как некими фильтрами, которые присутствуют в каждом из нас, той самой теневой стороной, из которой нужно найти свет. По сути, это неизбежный цикл, через который проходят все люди этой планеты. На других же планетах есть свой 15-й, есть свои уроки, но нам пока туда рано. Нам бы разобраться на планете Земля со своим 15-м. Теперь погружаемся еще глубже в тему. 15-й аркан, по сути, проводит две частоты. Если рассматривать с точки зрения Таро, ну и по сути будем рассматривать в концепции теневой стороны. Так вот, первая частота, она отображает низменность, то есть это страсть, насыщение, пресыщение, низменность, манипуляции, эго, власть за счет подавления, а также животного инстинкта, присущий изначально, собственно говоря, каждому человеку. Вторая частота более созидательного уровня и интерпретируется как материализация, но за счет уже имеющихся проработанных качеств по нижней частоте. Это в положительном еще аспекте как харизма, харизматичность человека, привлекательность и манкость за счет знаний, имеющихся каких-то качеств. Сразу отмечу, что 15-й аркан, энергия, канал, называйте его как хотите, по сути,
Он присутствует у всех людей, и с ним работают всю жизнь, на протяжении, я бы сказала, всей жизни. И нет ни одного человечка, который бы стопроцентно сказал, что у него есть проработанная стопроцентно теневая сторона. А дьявол, он как раз ее и отображает по принципу «найди свет во тьме». Работают с этой теневой стороной на самом деле всю жизнь для того, чтобы потом, да, ее как бы-то и держать в балансе. Но и то, что мы понимаем вообще под самим словом дьявол, это не только зависимые отношения, классический секс, наркотики. Это могут быть даже банальные привязки, блоки, зависимости, связанные в буквальном смысле, например, от чего человек не может или не хочет, или даже боится оторваться. А это могут быть привязанности к какому-то типу еды, стилю жизни, к какому-то традиционному мышлению, внутренним привязкам каким-то и блокам. А теперь смотрите. В 15-м канале человек работает над тем, чтобы найти свет во тьме, проработать некую низменность. А вот отображает этот результат 6-й старший аркан, то есть выбор в сторону души или материального, по любви или по выгоде. Сделать то, что нравится мне и чувствую я, или сделать так, чтобы кому-то это понравилось, но не мне. Очень тесно связаны с этой темой 15 и 6 аркана люди, у которых в сумме даты рождения 6. Я уже как-то выпускала специальное видео, рассказывая и давая подсказочки, как нужно нарабатывать профиль души, соответственно, с которым она пришла, и те качества, тот путь, который в какой-то мере, скажем так, предназначен человеку. Поэтому посмотрите, я думаю, что многим из вас будет очень полезно. Поэтому не пожалейте вашего времени и посмотрите. И, как говорится, куда ни посмотришь, одна и та же тема. А это все-таки, наверное, что-то значит и что-то в этом есть. Кстати, число 6 связывают, угадайте, с каким камнем и какой планетой? Гранатом и Венерой. Об этом я тоже, кстати, не знала, признаюсь честно. Вот, но что самое удивительное, что вот как раз это все связано, и эта информация с моим прошлым видео, отдельное, которое я делала, где как раз вот, да, была речь о гранате, о 6-м старшем аркане я распаковывала, давала информацию, где там у нас была проложена связь с Венерой. Уже исходя из этих данных, ребят, можно, конечно, понимать, что 3 шестерки каждый будет видеть с учетом собственных ощущений, видений, опыта и развития. Короче говоря, увидеть число 3 шестерки – это неплохая или дурная какая-то примета, и я думаю, что я смогла вас не то чтобы переубедить, но, по крайней мере, показать обратную сторону. Если вы еще не знакомы с нумерологией, важно также взглянуть и на другие связанные числа, чтобы лучше понять энергию исследуемого нами с вами числа. Сложив 3 шестерки, мы в сумме получим число 9. Смотрите, как вижу это я. То есть, по сути, от выбора каждого человека по шестерке зависит, насколько правильно он идет в сторону своего предназначения, то есть его дао, пути души, которая, собственно, отображает и Луна, да, в системе Таро, для того, чтобы в итоге набрать запланированный душой опыт по 9. А это у нас с вами отшельник, некий мудрец. Собственно, число 9 в нумерологии несет в себе качество гуманизма и идеализма. Это универсальное считается число, и как раз оно связано с состраданием и завершением. Как закрытые скобки, открываемые шестерками и закрываемые 9. И здесь смотрю я на 3 шестерки и понимаю, ребята, что опять чего-то мне не хватает. Знаете, вот это такое непонятное, где-то внутренне блокирующее ощущение того, когда
тема-то не раскрыта до конца. И тут как бы не хватает какого-то еще пазлика. И в один миг я начинаю распаковывать. Беру тройку как 3 шестерки, шестерку как главный элемент и девятку как окончательный результат. И тут выходит у меня теория Теслы. Никола Тесла – сербский инженер и физик, известный своими революционными изобретениями в области электротехники и радиотехники. Он разработал систему переменного тока, катушку Тесла и многофазовую систему передачи электроэнергии, что способствовало второму этапу промышленной революции. Так вот, этот великий физик и изобретатель однажды сказал: если вы хотите понять Вселенную, тогда мыслите категориями энергии, частоты и вибрации. Что, собственно, во всех моих видео я как-то пытаюсь рассмотреть эти моменты с точки зрения вибрации слова, имени, их взаимосвязи. Вы помните про Целестина? В принципе, во всех видео, есть какая-то такая корреляция. Так вот, Тесла считал, что числа 3, 6 и 9 являются ключевыми для понимания Вселенной, так как они, по его мнению, отражают основные принципы энергии и гармонии. Он также утверждал, что тройка символизирует энергию, например, как тройка старшего аркана императрица, матушка Земля. Шестерка – гармонию, как шестой старший аркан – выбор сердца, а девятка в его понимании – это совершенство. Девятый старший аркан – как мудрость. Эти числа часто встречаются в природных закономерностях и математических структурах, таких как золотое сечение и священная геометрия. Тесла использовал их в своих расчетах, полагая, что они могут раскрыть секреты самой нашей с вами Вселенной и помочь в создании новых технологий. Кстати, часто можно увидеть 3, 6, 9 как проекцию треугольника, что на самом деле не говорит конкретно, например, о масонском знаке. Как и сама звезда Давида имеет глубокие корни своей энергопроекции. Разница всего лишь, друзья, в том, что все знаки и символы, которые мы видим, они считываются человеком в зависимости от его уровня сознания и восприятия информации. Поэтому для кого-то, например, треугольник является символом просто солнца, для кого-то звезда Давида несет религиозный всего лишь подтекст, для кого-то это может нести совсем другого рода значение и многогранность. Явный пример с машиной Теслы. Логотип, который, представляющий собой стилизированную букву «Т», символизирует поперечное сечение электродвигателя, что подчеркивает связь компании с электрическими технологиями. Кстати, Илон Маск подтвердил это в 2017 году, отметив, что вот как раз логотип также отдает дань уважения, кстати, кому? Вот именно Николе Тесле, чьи изображения легли в основу электротехники. Опять-таки, по моим ощущениям, даже Илон Маск включил не только эти значения в логотип, учитывая то, кем является этот человек, какие энергии несет и его, собственно, уровень сознания и восприятия. Если же пойти еще глубже, зацепившись просто за букву «Т», то, смотрите, она ассоциируется с крестом, в частности, с Тау, крестом из своей формы и из-за своего символического значения. Некий такой Тау-крест, или его еще называют Антониев крест, представляет собой как раз вот этот Т-образный крест, названный в честь греческой буквы Тау, которая происходит от финикийской Тав. В древности, кстати, этот символ использовался для обозначения жизни и плодородия, а также как знак защиты, например, в еврейской традиции во время Пасхи. И тут опять даже слово само «тау» мне очень напоминает «тау». Тау квадрат, тау как символизм, несущий определенную информацию. Проводя же ассоциацию с Тау, сразу приходит
такое слово, которое мы, кстати, с вами встречали уже в этом видео. Дао. Тао, дао. А дао, опять-таки, да, в китайской мифологии означает путь или дорога и является ключевым понятием в даосизме. Оно описывает естественный порядок Вселенной и принцип гармонии, который лежит в основе всего сущего. Дао, опять-таки, подразумевает следование этому порядку, избегая излишних усилий, что позволяет как раз достичь внутреннего спокойствия и единства с природой. В конфуцианстве Дао трактуется как путь морального и этического совершенствования, подчеркивая важность социальных норм и правильного управления. В контексте системы Таро и аркана Луны, о котором я вам говорила, да, путь, некий Дао, ту Луну, которую мы видим вдалеке, которая нам освещает наш путь. Здесь в контексте, видите, с шестерками, как ни крутите, тоже связано и само понятие. С шестерками открываем какую-то фазу, в которой по Луне каждый из нас идет и в девятках достигает мудрости, закрывая свой какой-то жизненный этап. Ребят, здесь, конечно, можно очень долго раскрывать, распаковывать. Как видите, реально нет конца, но на этом мы сегодня с вами остановимся. Единственное, что в заключение я хотела бы вам сказать, наверное, у всех у вас такие сейчас мысли, да, но все-таки как же понимать и распознавать энергетику шестерок, которая может попадаться. Я со своей стороны вам могу дать такой просто совет, что когда вы соприкасаетесь с такими цифрами, соприкасаетесь с людьми, носящими, может быть, какие-то знаки, попробуйте первое ощутить, да, что вы ощущаете при соприкосновении с этим, какие ваши внутренние ощущения, как они граничат с ситуациями, которые вы проживаете. Второй элемент, тоже он очень важный. Когда вы смотрите на символику, и может она где-то отображается, если это конкретно говорить о людях, да, очень часто, например, вы можете там на ком-то видеть татуировки, 3 шестерки, либо же опять какого-то рода, да, системные знаки, отображающиеся через сознание человека, который на себя надевает в виде одежды, в виде татуировок, в виде, да, опять-таки, каких-то материальных вещей. Смотрите, как он это проецирует в своих действиях. Опять-таки, да, кто-то 3 шестерки может проносить по низам, кто-то по верхам. Для кого-то кто-то может носить символ, я не знаю, да, солнышко и вести себя как лучик солнышка среди тьмы. Кто-то солнышко может отображать опять через эго, своим поведением эгоистичным, через агрессию, через подавление. Здесь вот такие от меня могут быть вам подсказки. Ну, а советовать что-то конкретное я здесь не хочу, потому что все-таки это каждого выбор, это путь каждого. Что сказать? Да ничего больше говорить не буду на самом деле. Я единственная была бы очень вам признательна. Мне бы очень хотелось услышать обратную связь от вас в ваших комментах. Как вы вообще это видео воспринимаете, эту информацию? Как вы себя ведете, когда сталкиваетесь, да, вот с такими моментами? Насколько вы тоже замечаете вот эту корреляцию, связь между всем, что нас окружает? Напишите мне, пожалуйста, в ваших комментариях, поделитесь. И не забудьте поделиться также данным каналом, данным видео с другими. Я вас всех благодарю за внимание. Надеюсь, вам было, как всегда, полезно. Поэтому любите шестерки, цените девяток. Ну и, собственно, опыт приходит с ошибками, а мудрость с их осознанием.